Так, мы поменяли заведение, потому что там не было улиток. Было больше картофельные запеканки, бутерброды. Марк, у тебя есть телефон, пожалуйста. Валера, так как он именинник, хотел именно французскую кухню. У нас такой чудесный вид. Даже вот на такой вот, эта улица намного тише, чем там было. Я думаю, будет нормально. Thank you. По-моему, эта жара была к чему-то явно. Все же пришли тучи, потому что с завтрашнего дня будут дожди. Светлые дни. Сегодня самый жаркий день, 30 градусов, потому что завтра будет максимум 23. И дождь. Посмотрите просто, как другие Я ж тебе выглядят и говорю. сегодня. Наш день. Да, это была судьба сегодня, в эти дни попасть сюда. И погоду выхватили, правда, многолюдно очень. Я себе купила еще один сувенир из Парижа, вот такую вот сумочку. Очень красиво. можно? Под джинсы, под кроссовки. Вот такая вот городская. Очень насыщенная программа. Хочу поблагодарить на Боженьку за то, что он нам дает приключения и дает силы с ними справляться без стресса. Мы классно проводим время. И еще раз с днем Побывали- рождения наших мальчиков. Побывали внутри Нотр-Дама. Мы с тобой не были ни разу внутри Да, Нотр-Дама. это все приурочено к их дням Да. рождения. Вот. Мне там ничего интересного не показалось. Каждый сам выбирает, где ему Нам быть. как-то, знаете, честно, как соловей. Ну, Козырек ты опустили. такие хотел же купить, да? Да, здесь Марк, у тебя Марк нет купил, покажи Маркуш, какие. А? No, we don't smoke. Картины Ван Гога. Я. Это все картины Ван Гога? Big Не rain? все. А, so we have to Но be ты like купил this? это все из этих 3 картин Ван Гога? Он говорит, что Да, большой да. дождь Все. скоро будет. Давай перед сядем. Подождите. Говорит, это самое лучшее, это самое лучшее блюдо. Это лягушачьи лапки, это улитки, это французский луковый суп. Вот эти лапки сказали, что здесь самые вкусные в этом заведении. No, you change, yes? You see yourself? Устрицы. Давайте, мам. Сфотографировал нас. Давайте я у него спрошу. И киш Лорен, знаменитый французский тоже. Все Можно я именно посмотрю? французские блюда. Давайте я у него попрошу, он Всегда. нам покажет. Как раз мастер-класс нам Луковый проведет. суп. Смотрите, какая прелесть. Сверху, Ну, интересно же, если он сверху покажет. багет. А потом вы повторите. Давайте в интернете это посмотрим. Да. Лягушачьи лапки. Очень симпатичные. Киш неимоверный. Суп я пока еще не совсем понимаю. Нет, тут надо- Гренка и просто бульон. Ну вот как бы я не пойму, правда. Ну нет, оно вкусно, но в принципе ничего особенного. Нет густоты. Я думала, это будет какой-то лук перебитый или что-то такое. Ну не знаю. Слушай, может его размешать надо? Да, размешала уже. Вот эту густоту сбить. Дальше устрицы. Так, у нас что там принесли? Марку. Утка. С медовым соусом. В медовом соусе, картошка. Дашунь, они точно твой заказ услышали? Да, я у них переспросила. Переспросила, что еще одна порция уже более зажаристая. Ну, слава богу, чтобы Валерий наелся, так наелся. Лягушачьи Валерия иногда попросила лапки. лимон. Ну, Марка очень красиво выглядит, очень. Мы продегустировали. Все блюда были французские, все блюда были национальные. У Дашуни, правда, была картошка и белая рыбка, да? Вообще это с рисом должно было быть, но я попросила mashed potato, а в итоге вместо mashed potato мне принесли просто potato. Просто вареный картофель, белая рыбка. Ну, в общем, ну, у нее самое такое, вроде бы как не французское. Но больше всего в итоге всем понравилось, все сошлись, это лягушачьи лапки. Хотя вроде бы все всегда фобия, как-то отказываются, как-то почему-то брезгуют, но на самом деле это очень-очень вкусно, Соус нежно. Ну, Очень. да, это в чесночном соусе, это очень вкусно, поэтому если будете во Франции, обязательно попробуйте, хотя бы, знаете, чтобы понимать, что это. Ну, у Марка утка очень
красивая была, очень такая вот прям насыщенное блюдо, подача обалденная, но он говорит, что жестковато, видимо, ну, просто не замаринованная, или такая часть утки, или так ее порезали немножко, как бы не в том Сними меня, я кое-что расскажу. Да. Значит, если вы в Париже, вот это вот место, у него 4,4, как это, рейтинг, что довольно неплохо, находится в пешей доступности от Роттердама. И, в принципе, нормальные цены. Если вот поесть улитки, лягушачьи лапки, вот точно сюда можно прийти, потому что это в такой улочке, где у тебя не ездят прям машины под носом, но тем не менее это в пешей доступности от Нотр-Дама. Поэтому для этого места рекомендую. Обслуживание, скажи, какое. Обслуживание потрясающее. Знаете, как в гостях у кого-то сидишь, и тебе вот человек, который сам владелец этого дома, все приносит. Нет вот этого, что в Париже очень распространено, когда ты платишь деньги, и тебе швыряют. Пафос в какой-то. лицо. Такое очень здесь вообще не славится сервисом. Ну, пусть не Париж, швыряют, но как-то надменность, она есть а вот такая. это классно. Причем, что через дорогу мы сидим, есть заведение Жардин де Рой, или как он там называется, но тоже заявлен как французская кухня, и при этом у них 3,3, по-моему, или 3,9 всего рейтинг, и там намного меньше людей. Ну, здесь нам сказали, если вы Просто- хотите дискотеку, то пожалуйста, потому что там настолько громко играла музыка, но не совсем это Я умеет. думаю, что это он типа как подколол их в плохом смысле, знаешь. Ну, да. Он предложил нам сфотографировать нашу семью, он сделал сам селфи, он шутит, ну, и так все непосредственно, Классный селфи. так все не Веселый наиграно. официант. Да. Очень, вон, кстати, он белой рубашки, который. Заведение называется вот так вот. Чтобы я не искажала название, кому интересно, сохраняйте свой список, добавляйте и обязательно пробуйте, дегустируйте. Очень вкусно, очень. Находится в центре, все достопримечательности тут рядом. Лувр рядом, Нотр-Дам-де-Пари рядом. Прекрасные виды и на реку Сена рядом. Поэтому вид у меня, конечно, уже немножко подгулявший, но уже 7 час вечера. Мы уже пережили и жару, и вечер, и все, что можно, и целый день хождений. Я нарисовать могу. Ну такая я тебе говорю. И буду стоять продавать. Наш этот узвиз Андреевский похоже на вот эту вот галерею художников. О чем я? Так расхвалила это заведение. В итоге нас там обманули на счете и обманули на сдаче. Мы и так хотели ставить чаевые, мы всегда оставляем. Это, ну, это вообще безусловно. Но мы сами оставляем. Как бы это же зависит от человека, а дурить на таких вещах это, ну, некрасиво. Как бы. Тушить бдительность, он нам должен был сдачу принести 40 евро, и он взял, принес кучу мелочи. Ну, вы представляете? То есть, ну, такое. И в этой кучу мелочи не доставали 10 евро, и плюс еще по чеку обманул на 10 евро. Вот такой вот нюансик. Так что это тоже имейте в виду. Кухня вкусная, ничего не скажешь. И обслуживание было приятным до этого момента. Вы знаете, что Эйфелева башня была построена за 2 года, 2 месяца и там сколько-то там дней. Она в рекордные сроки, и хотели ее через 20 лет хотели убрать. То есть она там была сделана в экстренно для какой-то выставки. И в итоге она стала символом Парижа. Вот, видите, как она строилась. И, кстати, за время строительства, хоть тогда не было еще таких технологий, как сейчас, не было ни одного трагического случая, чтобы именно был там один, но это было вне рабочего дня, когда один там рабочий на чем-то там катался, но он не соблюдал технику, но это было вне рабочего дня, это не считается. А вообще вот этот Эйфель, да, он очень строго следил за техникой безопасности своих рабочих во время строительства. Посмотрите, какая нереальная красота, как это все преподнесено. Ну, просто шикарно, просто волшебный город, по-настоящему волшебный.
который влюбляешься. Вот набережная. Посмотрите, ну где вы видите грязь? Ну где? Вот конец дня, воскресенье. Вот посмотрите, где здесь грязь, где здесь мусор, где. Не слушайте, когда говорят, что Париж грязно. Если, конечно, может, вы были какой-то период, когда было грязно, вы это видели, ну да, это мне нечего сказать. Ну, я наблюдаю иную картину по сравнению с нашим Антверпеном. Это, ну, там, где ужас реально, реально грязь. Ничего не скажешь. Грязно, то здесь. Вот сами посмотрите. Впервые увидела в этот раз, как вот раздваивается река Сена. Представляете, Даша встретила знакомую в Шанхае, с которой она работала или дружила в Шанхае. Вот в Париже встретились. Заключительная точка на этот раз у нас. В этот коротенький такой уикенд. Это, ну, Валерыч все хотя бы одним глазком хотел посмотреть Лувр. Конечно же, он уже закрыт. В 6 закрылся, но ладно, оставим побывать внутри на следующий раз. Сейчас хотя бы так, одним глазком, чтобы он посмотрел, потому что туда-сюда нам уже нужно. Господи, что там? Я когда-то давным-давно, еще будучи когда подростком, напутала в своей голове. Почему-то Лувр приравняла к Версалю. Почему-то подумала, что это одно и то же. Да, было у меня когда-то такое. Красота. Это же надо. Посмотрите, как красиво. Сумочка сочетается вот с моим луком сегодня, по крайней мере. Хотелось мне какой-то, значит, сувенир еще. Что-то такое вот. Вот я себе выбрала. Еще и радуга нас порадовала. Пошел небольшой дождь. И вот она. Красота.